Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 12 мая, пятница. Должен сказать, что благодаря вашим гомеопатическим советам многочисленным жизнь для меня становится все лучше и веселей. Вы, наверное, можете это почувствовать по моему голосу. Должен вам сказать, что у меня даже появилась шальная мысль, не собрать ли все эти сотни ваших, еще раз спасибо вам за это, ваших советов, и издать их отдельной брошюрой под названием примерно таким «Как излечить ковид, не прибегая к медикаментозным средствам и в домашних условиях». Еще раз спасибо вам за ваши советы. Что касается нашей сегодняшней повестки дня, вот мое предыдущее сообщение по поводу ракеты Storm Shadow вызвало целую волну вопросов. Вот даже сейчас, садясь за этот эфир, прочитал буквально последний вопрос-упрек. Ну вот опять эти союзнички, так называемые. Ракеты дали, носители не дали. Ну, то есть я понял, не донес, не доразжевал, не доложил. Бывает такое, но вы тоже поймите в какой-то степени, понимаете, информация приходит, иногда срочная, ее мало, приходится давать, что называется, с колес. И не всегда удается разжевать все до мельчайших деталей. Но я думаю, что в данном случае вопросы ваши были и есть не праздные. Это не просто очередная партия оружия. Это оружие победы, оружие возмездия, которое должно сыграть большую роль в успехах ВСУ, предстоящих успехах ВСУ, чем в свое время сыграли поставки систем HIMARS. Вы помните, насколько они были эффективны на первоначальном этапе. Так вот, сейчас все расскажу, разжую, и мы с вами, надеюсь, поймем, что жизнь действительно должна стать лучше, а победа должна прийти к нам быстрее. Итак, первый раз я вам сообщил о том, что англо-американские союзники рассматривают вопрос о поставке Storm Shadow в Украину. Это было начало июня прошлого года. Именно тогда началась эта работа. Обсуждался вопрос не именно о Storm Shadow, а вообще о поставке ракет, крылатых ракет средней и большей дальности. То есть дальности больше до 300 и выше километров. Там в этом же пакете шли Атакамс, и вот появился Storm Shadow. Главный вопрос, который тогда был, то есть Storm Shadow, их на складах вооруженных сил Великобритании в настоящий момент находится от 800 до 1000 штук. Это все не экспортный вариант. Это вот штатный вариант от 560 до 1000 километров с 2 баками. И к 30 году все они должны быть заменены на более новые ракеты соответствующего класса. То есть эти надо куда-то девать. И лучше использовать их, безусловно, с умом. Проблема состояла в интеграции с носителями. Для них, то есть вот эти именно ракеты Storm Shadow, это воздушного базирования, нужно было их прицепить к каким-то самолетам. И были сложности к их интеграции с самолетами, которые находятся на вооружении ВВС Украины. Потому что, скажем, МиГ-29, он слишком легкий, у него бомбовая нагрузка слишком маленькая, чтобы тащить на себе эту ракету. И если вы помните, я вам позже, когда уже встал вопрос о поставках Storm Shadow в практическую плоскость, я вам говорил, что да, и шел вопрос о том, не поставить ли Торнадо или Рафаэл
вместе с этими ракетами. Я вам говорю, что по большому счету, да, и тогда впервые стал со стороны Киева раздались такие настойчивые просьбы поставить F-16 или европейские истребители. Я вам тогда говорил, что, в принципе, для того, чтобы вот эти Storm Shadow заработали, нужно 4 самолета, того же Торнадо. 2, вернее так, один взлетает, другой ждет. Первый выстрел, взлетел, нажал на кнопку, выпустил ракеты, сел. Взлетает второй. А 2 других. Один на стреме стоит, в случае, если, не дай бог, первые 2 собьют. Ну, а второй на запасные детали. Я шучу, конечно. Дело в том, что запуск этих ракет, он будет осуществляться с воздушного пространства Украины за пределами досягаемости вражеских ракет. Поэтому так более-менее эти взлеты и пуски ракет будут осуществляться безопасно. Ну и кроме того, что для того, чтобы их прицепить к украинским самолетам, нужно было просто соответствующее крепление. Не нужно было никакой интеграции компьютерной, потому что ракета программируется еще до взлета на земле, туда вводится соответствующая программа. Она никак не связана с самолетом. В самолетах единственная задача поднять, выстрелить, и все, и она полетела выполнять свое задание. Ну и для решения варианта интеграции с носителями этих ракет их сначала переместили на территорию Словакии, какую-то часть из них, потом на территорию Польши, и этот вопрос решили. Они интегрированы с украинскими самолетами. С какими конкретно говорить не буду, на всякий случай. Хотя я так понимаю, что враг может без труда просчитать, взяв вес каждой ракеты и сравнив с бомбовой нагрузкой тех самолетов, которые находятся в распоряжении ВВС Украины. И понятно, что МиГ-29 для этого не подходит. Ну вот, то есть вот эта задержка вся, начиная где-то, сначала раздумывали с лета до ноября месяца, потом занимались интеграцией, одновременно вели переговоры между британцами и американцами, какой пакет сначала лучше запускать, то ли Атакамс, то ли Storm Shadow. В это время то активизировалась, то ослабевала группа в Белом доме, неофициально возглавляемая Салливаном, которая все ох, как бы не было эскалации, ох, как бы не было эскалации. А эта мысль постоянно присутствовала и до последнего момента, вот буквально до 11 мая, когда было объявлено уже о поставке Storm Shadow, она дамокловым мечом висела над этим проектом. Ну, в конце концов, британцы, спасибо им еще раз, проявили свое лидерство. Толчком поступило для принятия окончательного решения британцев поставить эти ракеты, поступила варварская кампания Мордора по нанесению ракетных бомбовых ударов по гражданским инфраструктурным объектам Украины. То есть удары по гражданскому населению. Мордор сам себе, он делает от бессилия, потом с вами это обсудим, потому что воевать орки, оказывается, не умеют. Они делают это от бессилия. Это варварское, так сказать, бессилие вызвало возмущение и гнев в цивилизованном мире, и британцы сказали: все, хватит. Соответствующее заявление сделал премьер Сунак в декабре прошлого года о том, что мы поставляем ракеты. Ну, и надо сказать, что уже к тому времени часть ракет была уже поставлена, а когда об этом объявил министр обороны Уоллес 11 мая, то значительная часть этих ракет уже находилась на территории Украины. Дальность. Какова дальность этих ракет? Тут мне начали писать. То есть я вам анонсировал. Стандартная комплектация 560 тысяч километров с 2 баками. Поставлены они с обеими баками, как мне сообщают. Кстати, чтобы там развеять все разговоры,
откуда я что беру, об этом же кто только не начал писать по поводу этих ракет, какая дальность там и так далее. Я тоже остановлюсь конкретно на этом вопросе и объясню, почему разные источники писали разные вещи. И тут важно еще, какие источники что писал. Так вот, по поводу дальности этих ракет. Мне это все сообщал вообще весь процесс работы над этим проектом. Со мной делился сведениями, с тем, что можно было делиться. Один из моих хороших давних друзей, который с британской стороны находился, ну, прямо вот в эпицентре этого всего проекта. Все происходило на его глазах. И он мне об этом рассказывал, начиная с июня прошлого года. Кстати сказать, он мне рассказал вот буквально 11 мая, когда я с его подачи впервые упомянул о Storm Shadow в одном своем видео, это было в начале июня, я называл номер этого видео во вчерашнем, значит, номер моего изначального видео я называл в моем предпоследнем вот выпуске. Так вот, буквально через несколько дней в Москве начали устанавливать эти зенитные пушки на крыше зданий. И он смеялся, то, что напугали орков. Так вот, то есть человек находился в самом эпицентре, он знает, что, как происходит. Он даже работал в свое время на одной из компаний, которая была причастна к производству Storm Shadow. Так вот, что касается дальности. Поставлено было не экспортный вариант. Экспортных вариантов практически не осталось. То есть для экспортного варианта берется настоящая ракета, то есть обычная ракета, и потом ее так производится какая-то небольшая кастрация до дальности 250 километров. Так вот, в этой комплектации, экспортном варианте, они поставлялись в основном на Ближний Восток. Ну, потому что там нет смысла ракете лететь на 560 и более километров. Расстояния там маленькие. Египту так было поставлено. По-моему, саудитам поставляли в экспортном варианте. Что касается Украины, чтобы были взяты прямо со склада боевые ракеты в нормальной стандартной комплектации. Почему в некоторых источниках появился экспортный вариант и 250 километров? Значит, обратим внимание, что до сих пор, ну, во всяком случае, на тот момент, когда я записываю это видео, единственное официальное заявление по поводу поставки этих ракет 11 мая в парламенте сделал министр обороны Уоллес. Он дал очень обтекаемую информацию. Он сказал, что это ракеты средней дальности. Средняя дальность по устоявшейся классификации – это ракеты от 500 километров и дальше, по-моему, до 1000 или даже до 5000. Ну, в общем, больше 500, потому что до 500 это малая дальность считается. Так вот, значит, он сказал, что ракета средней дальности. Он их сравнил, когда сравнивал с соответствующими аналогами на вооружении Мордора, он сравнил с ракетами, которые имеют дальность 2000 километров, но не сравнивал там с ракетами, которые имеют 250, 300, там, 400 и так далее. То есть было очень обтекаемо все это сказано, не назывались никакие, то ли это экспортные варианты, ну, в общем, не уточнялось, это реальный радиус действия, и в этом есть большой смысл, потому что, ну, мы неоднократно с вами обсуждали в последнее время, даже в предыдущем видео говорили, что о поставках таких ракет вообще лучше бы помолчать, лучше бы враг узнал об этом уже на поле боя, после того, как они рухнут на его голову. Ну, так вот британцы поступили в стиле известного украинского князя Святослава, который любил говорить, предупреждать своих врагов: «Иду на вы». И сделали они это предупреждение, повторяю, после серии варварских ударов
российских ВВС по гражданским объектам в Украине. То есть это еще тогда имело не просто чисто военный, но и психологический эффект. Так вот, с одной стороны объявили, но с другой стороны вот висит, вы помните, как администрация США и в значительной степени, по примеру, другие союзники по НАТО, как решают вопрос с увеличением количества и улучшением качества и убойной силы поставляемых вооружений. По принципу лягушку нужно варить медленно. То есть Мордор нужно перешагивать его красной линии постепенно, шаг за шагом, чтобы не спровоцировать, ну и так далее, вы это знаете. Не спровоцировать то, что никому не надо. Вот так и делали. Но сдерживание, а именно вот эта теория варенья лягушки на медленном огне, это и есть сдерживание, вернее, проявление этого сдерживания. Оно работает тогда, когда враг имеет неполную информацию. Вот величайшая глупость была Байдена и его администрация, когда они в самом начале заявили, что они не будут делать. Этого не надо делать было. По твердому убеждению всех военачальников Соединенных Штатов Америки и НАТО. Но в данном случае вот решили сделать по уму. То есть объявили о поставках ракет, но какая дальность названа не было. Ну и сиди теперь гадай, потому что от того, какая дальность 250 или 500 или, не дай бог, 1000, то для Мордора это от «ах, как неприятно» до «это очень плохо», до «это ужасно». Да? Потому что одно дело, насколько им надо отводить теперь свои логистические центры с территории Украины. Одно дело, когда это 250, совсем другое дело, когда 500 и 1000. Так вот, британцы не сказали. Но американцы, а вы обратили внимание, что Клеверли, министр иностранных дел, накануне объявления о этих поставках приехал в Вашингтон, и не зря он приехал, потому что решался вопрос не просто о поставках, а о том, как бы правильно переступить через эту красную черту. Так вот, американцы фактически, они же, если вы помните, сколько шла речь о возможной поставке Атакамс, они не то что требовали, официально я не слышал никогда этого требования, но я слышал ответы уже от украинских представителей, в том числе от Зеленского, которые говорили, что мы готовы даже письменно дать обещание не применять эти ракеты против объектов на территории Российской Федерации. Так вот, именно с американских источников, вернее, в американских источниках после объявления о поставках этих ракет британцами прошла вот эта цифра 250. 250 – это значит удары по любым объектам на временно оккупированной территории Украины, но не за пределы, то есть не на исторической, назовем так, территории Российской Федерации. Не по объектам РФ до 1900, за пределами границ 1991 года. Но, повторяю, никаких договоренностей на этот счет совершенно не было. Кстати сказать, когда Клеверли прилетел в Вашингтон, помимо всего вопрос решался стратегически самый крупный вопрос следующий. В плане сдерживания стратегически. Как и что делать, если в Кремле начнут валять дурака и пойдут на какую-то реальную конфронтацию. И накануне, я не знаю, обратили вы внимание или нет, были переброшены самолеты F-22 «Раптор» в Эстонию. Это мало кто обратил на это внимание, но тут нужно иметь в виду два обстоятельства. Первое. Самолеты были переброшены из Аляски. Именно там F-22 стояли на боевом дежурстве, и их в задачу входило отслеживание российских крылатых ракет в случае, если они будут запущены по территории Соединенных Штатов Америки, будут пролетать там, вот, через Аляску.
F-22 – это лучший истребитель всех времен и народов. Несмотря на то, что он более старый, истребитель пятого поколения, более старый, чем F-35, его тактико-технические данные на порядок превосходят F-35. То есть его проблема в том, что он чрезвычайно дорог. Очень дорог для массового производства. Я не помню, сколько их произвели. Были цифры около 100 штук в последнее время, когда я изучал этот вопрос. Даже идет речь о том, что они и в эксплуатации очень дорогие, возможно, их будут менять. Но это силище. Это то, от чего у Мордора, да и у любой другой страны мира нет никакого противодействия. И когда пригоняют F-22 соляцкие на восточный фланг НАТО, это значит боеготовность номер 1. То есть, я так понимаю, просто так их не гоняют. И под это, видимо, было сделано соответствующее разъяснение в Москве о том, что вот мы собираемся поставить Украине такие ракеты, не вздумайте совершать глупости, иначе это опасно. Таким образом, уже когда было объявлено впервые официально было объявлено Уоллесом о поставках ракет, он так еще интересно это сформулировал, что некоторые ракеты уже там, имеется в виду в Украине. А их на самом деле чуть ли не большинство. Когда я спросил, ну какое количество, мне сказали, хватит. То есть речь идет не о десятках. Не о десятках. И не меньше десятков. Ну, посчитайте. Но достаточно. Достаточно для начала операции шок и трепет, или шок и ужас. Теперь по поводу опять 250. Эта вот информация проскочила из американских источников для того, чтобы подчеркнуть, что это принципиальная позиция США, надо ее учесть, и она якобы учитывается в этих поставках. Но еще раз повторяю, нигде официально, даже прежде всего со стороны британской стороны, не было ни слова о том, что британцы поставили экспортный вариант, или что они попросили Украину не наносить удары по объектам на территории России. Единственное, что я нашел, со ссылок, уже британские эксперты, исследуя этот вопрос, сослались на 2 случая. Причем оба случая – это заявление с украинской стороны. Одно обещание якобы дал Резников, обещание Резникова не использовать ракеты Storm Shadow против объектов на территории Российской Федерации может вызвать только улыбку, потому что какое отношение Резников имеет вообще-то по большому счету к этому вопросу. Ну и кто такой Резников, Британия прекрасно знает, как Соединенные Штаты Америки. А второе заявление это было Юрий Сак сделал, как его пишут, как его описывают в британских СМИ. Это советник Министерства обороны, в который он перечислил о том, что мы будем использовать их для того, чтобы сокращать наступательный потенциал врага, разрушая его склады с оружием, командные, центры командного контроля, управления, логистические на территориях, временно оккупированной врагом, на временно оккупированных в Украине территориях. И все. Но все мы понимаем, что в международном праве, если это не зафиксировано на бумаге, то никакого обещания никого не было и нет. И, конечно, высказывание советника министра обороны, тут даже не сказано, официально он или как сейчас популярно в Киеве, внештатный советник. То есть, это так вот, типа как письмо на деревню дедушке, где там что-то там обещается, что говорится, но на самом деле, господа, это все вот 250 километров, это было по
инициативе американской стороны, она продолжает проводить вот эту линию, и не случайно, потому что, как я это понимаю, следующий пакет помощи, который поступит в Украину уже в достаточно близком будущем, будут и другие ракеты средней дальности, долгожданные, скажу так, ракеты средней дальности. То есть история с вот этими Storm Shadow, она напоминает историю с танками, когда Великобритания сделала первый решительный шаг, а за ней пошли все остальные. Есть, в данном случае, то, что я слышу, решимость и готовность поддержать других стран, это прежде всего США, поддержать своих союзников британских соответствующими аналогичными поставками. Ну и должен сказать, что и Украина вносит существенный вклад в усиление своего потенциала, наступательного потенциала накануне наступления. Я вам неоднократно говорил, да и вы знаете сами из других источников, что у Украины еще до февраля прошлого года была великолепная, находилась в разработке великолепная ракета «Нептун», которая по вине, не по вине, а в результате головотяпства, граничащего с вредительством некомпетентных чиновников государственных, она не была доведена до производства фактически накануне войны, хотя могли ее наклепать десятки до февраля прошлого года. Было всего несколько опытных образцов, и один из них блестяще себя показал, послав в известном направлении крейсер «Москва». После этого были ускорены работы, и теперь можно сказать, что эти ракеты, скрывать нечего, потому что враг-то наверняка знает. Я вам объясню, почему знает дальше. Так вот, эти замечательные ракеты дополнят наступательный потенциал ВСУ в ходе предстоящих действий. Враг был очень обеспокоен этим делом. И если вы помните, несколько недель назад был нанесен сильный ракетный удар Мордора по объектам в Павлограде. И были пожары, какие-то взрывы. У экспертов в Мордоре была большая надежда, а у экспертов среди союзников Украины было большое опасение, что были взорваны предприятия или хранилища с твердым топливом для «Нептунов». Но вот теперь мне сказали, опять я доверяю этим источникам, что удалось вывести эти запасы топлива для «Нептунов до того, как был нанесен удар Мордором. То ли это блестящая работа британской и американской разведок, то ли еще чуйка, как говорится, помогла. Но ракеты находятся в боевой готовности и готовы к применению. Топливо не было уничтожено. А что касается вопроса о том, как это стало известно, напомню, что это не первый случай. Потому что в самом начале российской агрессии был случай, когда по британским ракетам НЛО втихаря и непонятно каким злоумышленникам, складированным на территории Западной Украины, где-то во Львовской области, по-моему, боюсь ошибиться, но, по-моему, это был Яворив. Буквально накануне того, как Мордор нанес удар по этим складам, эти ракеты оттуда были эвакуированы, потому что разведка англо-американская получила соответствующую информацию. Вот что мы, господа, имеем. Сейчас, вот я посмотрел последние обзоры Института изучения войны, они еще исследуют, вернее, оценивают
возможное развитие наступления ВСУ в зависимости от того, экспортный это вариант Storm Shadow или не экспортный. Если это экспортный, то Симферополь находится уже в зоне поражения, то есть 250 километров. Но если, чтобы бить дальше, надо их подтягивать так, поближе. Нужно сначала наступать по суше на юг, видимо, в Запорожской области, тащить туда эти ракеты и оттуда уже бить дальше. Но если это 560, то уже сейчас можно наносить удар не только по Симферополю, но и по Керченскому мосту. То есть все для операции «Шок и трепет» готово. Весь вопрос о том, когда начинать. Ну и сегодня я с утра прочитал очередной прогноз. На этот раз он исходил из СНБО Украины по поводу того, когда будет освобожден Крым, когда все это будет начато. Я решил поделиться с вами профессиональными соображениями насчет того, когда начнется это наступление ВСУ. Этот прогноз, даже не прогноз, а профессиональную оценку обстоятельств, которые необходимо учесть, переходя в наступление. Его сделал двузвездный генерал Марк Хертлинг. Это один из бывших командующих армии США в Европе, и сам он бывший артиллерист. Слежу за ним с начала российской агрессии. Один из самых блестящих умов в США, в НАТО, в своей области. И те прогнозы и оценки, которые он делал, всегда были, прямо в десятку. Так вот, интересная вещь, я думаю, вам это будет интересно. А то вы слышите, там пиджаки говорят. Один пиджак говорит одно, другой другое, третий гадает, там дождь пойдет. Все это важно, все это. Но с профессиональной точки зрения, вот американцев, что важно? Первое. Чего мы ждем вообще? Что должно произойти, прежде чем начнется наступление? Вот эти все 9 бригад, которые подготовлены при помощи союзников Украины в Европе, натовских союзников, они должны закончить свою подготовку, переместиться на территорию Украины, получить там оружие. Вряд ли они со всем оружием, бронетехникой будут все валить через границу. То есть это все оружие и личный состав пойдут по различным каналам. Вот этот процесс называется RSOI, как сообщает генерал Хертлинг. Это очень, то есть она известна любому американскому, натовскому военнослужащему, который когда-либо занимался вопросами подготовки к наступлению. Это сокращение, которое означает фактически приемка, оснащение, продвижение вперед или этапирование и интеграция военных подразделений. То есть вот подготовили экипаж, батальон танкистов на территории Германии, украинских. Их перебрасывают обратно в Украину. Там их принимают, там их оснащают соответствующей техникой. Затем их передвигают, то есть это называется приемка и то, что они говорят, постановка или оснащение первоначальное. Затем их и другие параллельные подразделения передвигают в другое место, и происходит дополнительная интеграция в более крупные подразделения. И так далее, и так далее. То есть все это укрупняется и перемещается прямо вот туда, к полю, к линии предполагаемого боевого соприкосновения. Вот это и называется вот это RSOI. По словам генерала Хертлинга, когда он еще был молодым офицером, старший сержант в американской армии, господа, это ключевой человек. Я помню, у меня был такой старшина, который пытался быть таким, когда я служил в Одесской области, в частях особого назначения. Он нам говорил: для вас я министр обороны, потому что он далеко,
а я могу с вами сделать все, что угодно. Но это так, по-советски, на всяком случае, должен сказать, что старшина, в всяком случае, вот в 70-е, 80-е годы, до 90-е, последние 30 лет Советского Союза, конечно, не старший, не сержантский состав, не старшинский, он не обладал теми качествами, не играл такую роль, которую играет их эквиваленты в американской натовской армии. Старший сержант – это бог войны, если можно так сказать. Так вот, значит, по словам генерала, он помнит, что ему сказал мастер-сержант. Он сказал, что вот это RSOI – это превращение груды кусочков головоломки или мозаики в боеготовое подразделение. И генерал запомнил это на всю жизнь. И он говорит, что для этого надо время, господа. Это вот та история, когда 9 беременных женщин не родят в 1 месяц. Правда, меня поправили, что это не совсем правильное, потому что если собрать женщин, которые будут на 9-м месяце, то, это уж слишком, да, вы понимаете, о чем я говорю. То есть идея должна созреть, все должно идти по плану, все это очень скрупулезная работа, и делается это методически, по американским, по натовским канонам, и все это должно соединиться в едином точке, должно соединиться в голове у главнокомандующего Залужного. И вот нельзя, не зря Хертлинг здесь подчеркивает, что вот на прошлой неделе президент Чехии Павел, сам бывший высокопоставленный военный НАТО, рекомендовал Зеленскому не спешить с подготовкой к наступлению. И, как пишет Хертлинг, он абсолютно уверен, что соответствующие товарищи по оружию генерала Залужного из НАТО рекомендуют ему делать то же самое. И так, видимо, он и делает. И главный девиз во всем этом деле, по словам генерала Хертлинга, «иди медленно, чтобы идти быстро». То есть все движется, не просто там погоду люди ждут, все движется методично, в правильном направлении. Оружие победы, в принципе, есть, оно интегрировано. И это не только оружие победы, это еще и оружие возмездия, о котором я вам сказал, когда о приобретении Украины, которого я вам сказал, когда мы обсуждали историю с 2 неизвестными летательными аппаратами, сбитыми над куполом Кремля. То есть, судя по всему, тогда я вам сказал, что у оружия появилось, то есть у Украины появилось оружие возмездия. Таким образом, подводит свои размышления генерал Хертлинг, те, кто хочет, чтобы наступление началось, должны набраться терпения. Оно будет идти медленно, как оно сейчас идет, а затем быстро. Запомним эти слова, господа. Я считаю, что это блестящие, буквально в нескольких фразах, несколько росчерков пера блестящего профессионала, который вот лично для меня совершенно прояснил обстановку, что происходит. Ну и напоследок, вдобавок ко всему сказанного, я прочитал исследование американского военного аналитика, которое называется «Провал ракетной войны России в Украине», где он подводит итоги, можно сказать, воздушной войны с начала российской агрессии в небе над Украиной. Сюда включается и авиация, работа авиации, и ракетные удары, и бомбовые удары с территории Российской Федерации и так далее. И очередной раз, я неоднократно говорил, потому что я верю в расчетам этих профессионалов, мысль состоит не просто в том, что Россия за прошедшее время не то, что не добилась превосходства, не то, что господства в воздухе, не то, что превосходство в воздухе не добилось при помощи огромного преимущества в количестве железа, я имею в виду количество самолетов, но даже речь идет о провале ракетной войны России в Украине.
Почему? Потому что вот эксперт сравнивает те задачи, которые решали американцы, когда они начинали войну, две войны, вы помните, на Ближнем Востоке, в которых они участвовали. Это «Буря в пустыне» и затем «Свобода Ирака». Две войны против Саддама Хусейна. Задачи, которые тогда ставили перед военно-воздушными силами США, состояли в следующем. В ближайшие несколько часов и дней подавлялась и уничтожалась система ПВО противника, уничтожалась система связи между командованием и подчиненными подразделениями. Таким образом, отрезались боевые подразделения от командиров, превращаясь в стадо, в неуправляемое стадо. Ну и потом со всем этим тихо, методично и спокойно шла работа. Это все было уничтожено. Примерно так, как считает аналитик, планировало и командование Вооруженных сил Российской Федерации, но не получилось. Не получилось по двум главным причинам. Первое – некомпетентность командования на всех уровнях Российской Федерации. Это вопрос неизлечим, он до сих пор есть. Это величайший союзник ВСУ, некомпетентность российского командования, и который будет очень полезен в ходе предстоящего наступления. Ну и, естественно, улучшение качества, вернее, улучшение систем, используемых ВСУ против российских воздушных целей, и повышение мастерства украинских военнослужащих. По мнению аналитика, неудачная, вернее, неспособность России решить вопрос в первые дни, недели войны, вот не выполнив вот эти задачи, привели к тому, что они до сих пор пытаются их решать. То есть они при нормальном командовании и при успешном развитии боевых действий россияне не должны были сейчас наносить вот эти удары ракетно-бомбовые по гражданским объектам. Это считается нерационально с точки зрения современного военного искусства. То, что они делают, это свидетельствует о их неспособности реально воевать. Но, по мнению аналитиков, это то, что должны сейчас будут сделать ВСУ в ходе предстоящего наступления. И для этого у них есть ряд преимуществ, которых не было в Российской Федерации, которые состоят в следующем. Для успешного донесения или борьбы за господство в воздухе необходима разведывательная информация и информация для успешного целеуказания. У России в этом деле было неважно. В этой области считается, что в ВСУ это должно произойти более эффективно. Ну и анализируя, что происходит сейчас, в настоящий момент, приводится такая статистика. В начале конфликта Украина перехватывала не более 10% российских крылатых ракет, которые входили в воздушное пространство Украины. К началу осени эффективность поражения достигла уже где-то 50%. Ну, а затем к концу 2022 года эффективность дошла до 75-80%. Украина победила современные российские крылатые ракеты с помощью высокотехнологических средств противодействия, таких как активная противовоздушная оборона, имеется в виду более современная система ПВО, а также низкотехнологических методов, таких как рассеивание объектов, включая самолеты по различным аэродромам, мобильность их переброски с тем, чтобы враг не успел их уничтожить там, где они находятся, обман и маскировка.
И таким образом считается, что Украина сможет интегрировать вот эти два свои преимущества, то есть сейчас более совершенную систему ПВО, которую она получила в свое распоряжение, с очень эффективным умелым использованием пассивных мер, таких как рассеивание и обман, стратегический, оперативный, тактический. Ну и напоследок, господа, возможно, вы слышали или нет, но на всякий случай повторю кратко. Сенат Польши выступил сегодня с призывом об ускоренном принятии Украины в НАТО. И сделано это накануне предстоящей, по-моему, в Брюсселе это должна быть, да, в предстоящем месяце встречи стран НАТО. Как отмечается в принятом польским Сеймом документе, после года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока. Поэтому Украина должна получить... это предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Украина должна получить гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей. Хочется, господа, очень хочется верить, если бы еще два главных вопроса, о которых я бесконечно твержу с начала этой агрессии, если бы эти два вопроса решались в Киеве, а не легко, не то что легко, но могли бы решиться легче, чем нанесение Мордору поражения на поле боя. Это начало борьбы с коррупцией и вычищение коридора власти в Киеве от российской агентуры, то сомнения нету. То, что пишут поляки, это святая правда, и Украине уже должно быть место, не просто место, а приглашение торжественное войти в НАТО уже на этом саммите в Вильнюсе. Не хочу быть Кассандрой и портить праздник. Скажу вам так, очень хотелось бы надеяться, что это произойдет в Вильнюсе. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет, безусловно, разбит, и победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и несокрушимой вере в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!